Верите ли вы в приметы, связанные с деньгами? Используете ли в повседневной жизни? Давайте вместе проведем небольшой эксперимент. Я собрала в этом видео практически все денежные приметы, а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, слышали ли вы о них, видели ли вы подтверждение того, что эти приметы работают. Возможно, у вас есть свои личные денежные приметы. Я думаю, многим будет интересно узнать опыт и впечатления об этом из первых рук. Итак, начнем. Существует множество народных примет, связанных с деньгами. Некоторые из них появились очень давно, и многие люди уверяют, что эти приметы работают безотказно. Почему бы не проверить их эффективность? Например, считается, что в доме не должно быть пустых сосудов, тем более на столе. Рекомендуется положить в них хотя бы несколько монет. Также не следует брать и передавать деньги из рук в руки. Считается, что правильнее сначала положить деньги на стол или другую поверхность, а потом уже взять их оттуда. Купюры в кошельке не должны быть мятыми, их нужно хранить аккуратно, лицевой стороной к владелице, располагая их по порядку от большего номинала к меньшему. Обеденный стол желательно всегда накрывать скатертью, а под нее положить несколько бумажных денег. Это якобы привлекает достаток. Уходя из дома, можно оставить на зеркале купюру. Существует поверье, что деньги будут отражаться и приумножаться. Шальные деньги, то есть полученные без усилий, рекомендуется раздать нуждающимся или потратить на удовольствие, следуя принципу «легко пришли, легко ушли». Спальня считается неподходящим местом для хранения сбережений. Это место для отдыха, поэтому финансы там будут спать. Нельзя прятать деньги, и в ванной комнате существует поверье, что они будут уплывать. Кухня и гостиная считаются более подходящими местами для хранения денег. В одном из отделений кошелька желательно хранить неразменную монету или купюру, которая будет служить своеобразным талисманом, притягивающим денежную энергию. В кошельке не должно быть ничего лишнего – квитанций, записок и так далее. Считается, что эти вещи заполняют пространство, предназначенное для денег. Также не стоит хранить в кошельке фотографии близких людей. Веник в доме необходимо хранить в углу рукояткой вниз. Это якобы способствует приумножению благосостояния. Некоторые ясновидящие утверждают, что в финансовой сфере действуют свои законы, и их нужно соблюдать, чтобы деньги всегда водились и приумножались. Например, они настоятельно рекомендуют не разменивать крупные купюры по чужой просьбе. Если в магазине или на улице к вам обращается незнакомец с просьбой разменять деньги, лучше отказать. Это может привести к сглазу вашего дохода и к бедности. Не следует и самой просить посторонних людей разменять деньги. Лучше обратиться в банк. Тратить рекомендуется в первую очередь мелочь. Бумажные купюры в кошельке должны лежать отдельно от монет. Если мелочи накопилось много, ее лучше переложить в копилку, а в кошельке хранить как можно меньше мелочи и больше крупных купюр. Это убережет от долгов и банкротства. Для достижения финансовой успешности важно окружить себя комфортом и уютом. Считается, что деньги откликаются на светлую и созидательную энергию. Нельзя хранить дома сломанные предметы и ненужные вещи. Во-первых, они, как считается, несут в себе негативную энергетику и отпугивают финансы. Во-вторых, накапливая вещи, негодные к использованию, мы создаем атмосферу бедности и нищеты, которая препятствует привлечению финансового благополучия. Сломанные и испорченные вещи следует выбрасывать, а вещи, которыми не пользуемся, отдавать тем, кому они нужнее. Тогда, согласно приметам, достаток в доме появится. Еще один важный момент – не оставлять в наследство старые вещи. Считается, что старые сундуки с одеждой, постельным бельем, изношенные предметы интерьера несут в себе отрицательную энергию. И, передавая такое наследство детям, мы обрекаем их на жизнь в нищете. После смерти родственников от старых вещей лучше избавиться. Почти всем известно про денежное дерево, но знающие люди предупреждают, что его нельзя покупать или брать на время. Денежное дерево принесет финансовый успех, только если его подарили или если тайком взят отросток чужого растения. Поливать его рекомендуется водой, настоянной на монетах. Также денежное дерево нельзя держать там, где живут незамужние женщины. Ведь хотя оно и приносит финансовую прибыль, но выпроваживает мужчин из дома. Давая деньги в долг, мы, как считают некоторые, запускаем денежный поток. Важно, чтобы эти деньги вернулись в большем количестве. Существуют определенные правила, как одалживать деньги. Нельзя давать взаймы вечером ни деньги, ни хлеб. Не давать в долг во вторник. Всю жизнь сами в долгах будете. В воскресенье в долг тоже давать не рекомендуется. Не вернут. Давая деньги, надо сказать, чтобы у меня всегда были, а у тебя приумножались.
При возврате долга должны отдать хотя бы на рубль больше. Когда возвращают долг, держать фигу в кармане левой рукой. В понедельник 13 числа каждого месяца и 7 апреля на Благовещение деньги в долг давать нельзя. Они уйдут безвозвратно. Передавая деньги, нельзя брать и отдавать купюры из рук в руки. Считается, что вместе с деньгами может передаться негативная энергия другого человека, например, энергия бедности или невезения. Необходимо обговорить условия, чтобы долг возвращали купюрами того же достоинства. Если возвращают мелкими деньгами, трижды прошептать «не на убыль, а на прибыль». Сейчас отдаю, потом вдвойне получу. Если должник возвращает деньги со скандалом, это также может привлечь нищету. В таком случае после ухода должника следует вымыть ручку двери и вылить эту воду за калитку или за дверь подъезда. Если нашли деньги, толкование приметы зависит от дня недели. Понедельник – к значительному прибавлению к зарплате, заключению удачной финансовой сделки или получению наследства. Вторник – к вызову к начальству, новому знакомству, способному повлиять на вашу судьбу, или к визиту официального лица. Среда – к повышению по службе или к новой, более выгодной работе. Четверг – к известиям об улучшении материального положения, возможно, к поступлению денежного перевода или получению премии. Пятница – к получению дорогого подарка или к выгодной покупке, возможно, со скидкой. Суббота – к удачным покупкам. Воскресенье – к знакомству с обеспеченным человеком, который может положительно повлиять на вашу судьбу. Если нашли кошелек в новолуние, его рекомендуют положить на окно перед растущим месяцем и пожелать, чтобы сумма в нем также приумножалась. Отдавать долг самыми мелкими деньгами – это распространенный магический способ обогащения за чужой счет. Не следует давать деньги в долг, если испытываете беспокойство по этому поводу. Долг должен приносить пользу и открывать новые возможности для развития. Занимать деньги можно для развития бизнеса, обучения, получения новых профессиональных возможностей. Просроченные займы – очень плохая примета. Считается, что не возвращая долги, мы ухудшаем свою карму. Занимая деньги, берите их левой рукой. Считается, что так их будет легче отдавать. Хранить деньги в конвертах или нет – на этот счет существуют противоположные мнения. Одни считают, что хранить деньги в конверте нельзя, так как это приведет к их быстрой растрате. Другие, наоборот, утверждают, что деньги в конверте быстро размножаются. Первое суеверие, возможно, связано с серой или черной зарплатой, которую традиционно выдавали в конвертах. Второе объяснение более старое. Многие считают, что, согласно правилам бытовой магии, деньги должны храниться в красивом кошельке или копилке, а бумажный конверт недостаточно красив. Некоторые эзотерики убеждены, что деньги в конверте хранить не только можно, но и нужно, ссылаясь на практику фэн-шуй. Считается, что деньгам комфортнее всего в емкостях красного цвета. Если нет кошелька или копилки, подойдет любое другое красное место хранения – декоративный сундучок, банка. Существует мнение, что хороши фарфоровые копилки. А вот металлы якобы угнетают купюры. Некоторые вещи, которые хранят в кошельках, якобы притягивают бедность. Считается, что деньги нужно хранить в специально отведенном месте. Хранить деньги без кошелька нежелательно. Старые и ненужные вещи в кошельке, фантики, старые билеты, чеки притягивают энергетику разрушения и бедности. Чеки символизируют потраченные, ушедшие средства. Учение о минимализме говорит, что следует избавляться от любого беспорядка, чтобы освободить пространство и привлечь энергию. Наши предки считали, что кусочек имбиря в кармане привлекает деньги. Красный цвет во многих культурах символизирует удачу. Поэтому многие кладут в карман или кошелек красную ниточку или веревочку в качестве амулета. Лавровый лист также считается символом изобилия и используется для привлечения денежного достатка. Талисманами денежного успеха также считаются орех, монетки золотистого цвета, лавандовые ароматические палочки. Среди минералов магнитами финансового благополучия называют агат, лазурит и бирюзу. Для привлечения денег существует ритуал с лавровыми листьями. Нужно положить 3 листа лавра в кошелек, портмоне или сумку, с которой вы ежедневно ходите на работу, и носить их в течение 3 дней. Затем нужно сжечь эти листья, не произнося никаких слов. Согласно народным поверьям, в скором времени можно ожидать богатства. Лавровый лист используется не только в финансовых ритуалах. Например, считается, что добавленный в пищу лавр защищает от сглаза. Еще один вариант – взять 5 листов лавра, перевязать их красной нитью и разместить у входной двери,
Это принесет достаток вам и вашим домашним. Если бросить один лист в огонь, и он будет гореть с треском и дымом, это к счастью. А если лист сгорит быстро, к неприятностям. Для защиты от простудных заболеваний можно разложить лавровые листья в комнатах. Собираясь на спортивное соревнование или на собеседование, можно положить сухой лист лавра в карман. Перед свадьбой жених и невеста могут положить по сухому листу в обувь. Лавровый лист в месте хранения денег якобы защитит от воров. Чай с лавром поможет успокоиться после нервной работы. Лавровый лист, найденный в супе или другом блюде, к хорошим новостям. Цветок из лавровых листьев под ковриком в прихожей, как считается, защитит от ссор в семье. Неплохо также учесть, где безопаснее всего хранить деньги. Воры могут обокрасть квартиру за 15-20 минут. Вот топ-10 мест, где люди часто прячут деньги и которые воры проверяют в первую очередь. Полки с чистым бельем, шкатулки и вазочки, морозилка, под матрасом, бачок унитаза, баночки со специями, фотоальбомы, книги и диски, под ванной, в одежде. Хранить большие суммы денег дома нежелательно, особенно если вы уезжаете надолго. Лучше сдать деньги в банк или оставить на хранение родственникам. Если пришлось одолжить деньги, то при возврате долга важно соблюдать некоторые правила. Отдавать долг нужно на убывающей луне, а брать на растущей. Самые благоприятные дни для решения денежных вопросов – среда, четверг, пятница, суббота. Нужно поблагодарить человека, который дал вам деньги в долг. Существуют приметы, связанные с тем, кому и когда нельзя давать в долг. Нельзя давать деньги на погашение предыдущего займа, а также на похороны. Лучше помочь безвозмездно. Не рекомендуется давать в долг последние деньги, даже если вы ждете поступления финансов. Нельзя давать взаймы на крещение, благовещение и во время Великого Поста. После захода солнца, в воскресенье и накануне Нового года деньги в долг давать не следует. Есть вещи, которые нельзя давать или брать в долг. В большие церковные праздники после захода солнца, в день отъезда родственников и в день рождения не принято давать что-либо из дома в долг. Также существует ряд предметов, которые не рекомендуется одалживать: соль, хлеб, посуда, веник, мыло, украшения, одежда, деньги. Некоторые неприятности, согласно приметам, сулят удачу и финансовый успех. Это порванные шнурки перед выходом из дома, разлитый чай на столе, разбитая посуда, промокание под ливнем, потеря кошелька, рассыпанная крупа, спотыкание на левую ногу, найденный ржавый гвоздь, птица, залетевшая в дом, рассыпанный сахар. Чтобы привлечь деньги и удачу, можно повесить подкову около входной двери. Для защиты ее вешают концами вниз снаружи дома, а для привлечения счастья – концами вверх внутри дома. Можно использовать 2 подковы. Крепить подкову должен хозяин дома. Лучше использовать 1, 3 или 7 гвоздей. Подкову периодически нужно снимать и очищать огнем или солнцем. Также можно сделать подкову из соленого теста. Декоративные подковы не обладают магической силой, лучше использовать настоящую подкову. Это все на сегодня. Поделитесь в комментариях, верите ли вы в приметы, и если да, то расскажите, какие приметы считаете работающими. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями и теми, кому оно может быть полезно. До встречи в следующем видео.